У кого мало фрагов, того на кик сразу. Если бы у нас камера была бы с TeamSpeak, миллионы просмотров было. Нахуй ты пикнул, а он тебе говорит, я не пикнул. Вот у нас такие, блядь, разборы. И это круто, что Рэйчел столько внимания привлек. 1000 человек тебе пишут, какой ты хуёвый, ты недостоин играть в этой команде. Зачем Мэджиксу идти брать какую-то дуэль, когда есть Донк? Лучше 100 раз Донк выйдет. Никто не должен видеть, как ты бухаешь, куришь, хотя это сплошь и рядом, везде. Бывает, я жестко говорю. Невероятно жесткие вещи. Иногда я думаю, бля, я сам от себя в ахуе. Интернет — нездоровое пространство для того, чтобы получать позитивные эмоции. Может, в куртке сидеть? Ты хочешь без? Хочу в куртке. Без? Ладно. Пиво хочешь? По базе, ну что, пиво любишь, наш тренер. Корона. Все, можно делать приветствие, правильно? Вообще. А у тебя приветствие будет? Да, я ready. Все? Вон твоя камера. Всем привет, дамы и господа, вы на канале GM Time, и сегодня у нас новый ролик спустя около года, 9 месяцев, и такой крутой, хочу порадовать вас крутым контентом. Мы находимся в Белграде, со мной Достан, а мы будем обсуждать насущие темы, может коснемся каких-то наших личных тем. Это не что-то такое грандиозное, о чем мы думали, просто собрались пообщаться, так как мы в этой сфере 10 лет, в киберспорте, что-то расскажем новое, какие-то свои мысли. Альтернативный взгляд на какие-то вещи, которые сейчас происходят. Со мной Достан Акбаев, мой тренер. Всем привет. Интересная рубрика, на самом деле. Я не знал даже, что будет. Надеюсь, вам зайдет. Поговорим о том, все, что происходит сейчас, без каких-то, самое главное, без цензуры, мне кажется. Говорить, что я думаю, без влияния каких-то третьих, наверное. Постараться максимально быть откровенным, мне кажется. Да, и, наверное, самая главная тема, самая важная сейчас — это Spirit. Это команда, где лучший игрок в мире, на них самая большая ответственность и давление. Они хотят титул чемпиона, они уже выигрывали. Там Кёльн, Катовицу, мажоры, и хотят дальше какую-то свою эру, когда есть хорошо, что есть Виталий, который как бы им задает темп. Но у них что-то не вышло. И мой вопрос такой нестандартный. Хватает ли фрагов на всех вообще в целом? Потому что мы все привыкли к тому, что у кого мало фрагов, того на кик сразу. Но бывает такое, что собираются 5 индивидуально жестких, там, талантливых игроков. Много было таких примеров, но редко когда эти команды заигрывают. Может, у тебя есть мысли какие-то? Мне кажется, главная мысль в том, что когда у них был Magix и Zontix, у них в целом была структура, которая позволяет выигрывать раунд просто. То есть они оба стоят, если простыми словами говорить. У каждого есть своя роль, которую они выполняют именно уже годами. И у них есть сыгранность. Все-таки Magix, Zontix и Donk достаточно... Сколько это троица вместе играла? Около 2 лет, правильно? Не, Zontix и Donk. Zontix и Donk. И Magix и Chopper. Magix и Chopper, да. То есть сыгранность... Когда снайпера берешь, я не видел никогда команды, которые, взяли снайпера и резко отскочили. Снайпер всегда такой сам по себе. Плевать, он обычно там накидывает во всех командах одинаковый гранат, поэтому нет такого, что на новые роли он чувствует себя некомфортно. Поэтому мы можем сказать, что всегда снайпер наиболее просто, заходит. Да, мне кажется, просто. Мы, конечно, этого никогда не делали, но и в целом у нас редко бывало, что мы делали какую-то замену, и человек... да, я все эти роли играл, да, у меня это все в команде было. Обычно мы делали замену, человек эту роль не играл, его надо всему учить, и этот ебаняк происходит просто по полугода, пока он посмотрит всех своих типов, что-то там поймет, все ошибки, которые совершают люди на этих ролях, допустят. И только спустя это можно рассудить. А снайпер, он обычно, я думаю, с фейста любого чела возьмешь, и он нормально залетит в любую команду. Там примеров много, молодой. Тот же Широв Spirit. Моноси G2. Моноси G2, Моноси, Falcons. Даже Simple Face залетел, просто не играл. То есть это обычно попроще выглядит. Если конкретно про Spirit, наверное, я мотал игру, прям детально каждый раунд не смотрел. И бросаются в глаза раунды, где они отдают раунды в преимуществе. То есть в игре, например, с Heroic на 12-10 они отдали раунд 5-2. Все 100 хп, понятная информация, да, ЗКТ, там Шира с подъема мог пожить, например, Тнир просто в бок умер, и 3 СКТ не смогли ретыкнуть. Как по мне, вот этот случай, второй кейс, это 5-3 на 12-11 у них был раунд, то, как они не собранно, неаккуратно сыграли. И это, мне кажется, говорит о том, что все-таки мы ждем от Spirit
то, что они всегда тайтл-контендеры, но новые игроки не такие опытные. И поэтому им надо дать время. Но из-за того, что это Спирит, там сразу в телеге 1000 комментариев про то, кто хуёвый, кто хороший. И это создает лишнее давление на игроков. Раньше Спирит жили в мире, где давления нет. Как говорил Хали, там, мы от себя ничего не требуем, мы просто хотим проходить в плей-офф и получать опыт. Ну да, под таким состоянием тебе проще воспринимать все, играть. Да и в целом, на самом деле, кажется, что, если честно, что Тнир там долго играет. Потому что, наверное, были новости, связанные с тем, что за 3 месяца он должен был приходить, но он на самом деле месяц всего лишь играет. То есть я бы видел, месяц, это же вообще ничего. Он, наверное, да, у них даже информация по-другому выглядит. То есть это не объективная оценка. Насколько люди не понимают разницу сыгранности команды, когда ты приходишь просто... То есть мы называем, например, это пол, это стена, а в другой команде называют это стена, это пол, а тебе надо это все проанализировать, адаптировать, принять решение и там встать в правильную позицию и донести ее, и новые раунды, новая роль еще. Это ты не можешь играть на максимуме. Люди не понимают реально сложности, особенно в тир-1. Не привыкли там, не знаю, думают, что нажимаешь крестик, убиваешь, все так просто. Но на тир-1, когда у тебя роли, все раунды записаны, ты обязан играть на этого игрока, либо дать ему важную информацию доиграть, это как бы... Сразу так не бывает, что берут игроков. Даже Дюпри с Мэджиском, опытнейшие игроки, за год они шли к своей микроэре. К одной победе на мажоре и пролиге. Вот. И Рио, может. Ну, короче, там ряд, может. Там они какие-то турниры выиграли. Но мой вопрос вообще в целом, очередной кейс, где есть Звейх, индивидуально талантливый, сильнейший был на тир-2, там тир 2,5, один из механических игроков. Тнир тоже невероятно себя зарекомендовал, это 2 там сильнейших игрока были. И все равно из них кто-то может просесть. И Донг уже где-то в некоторых картах, что для непривычно было видеть, и он может не 1.40 играть. То есть, когда ты видишь, что Донг играет 1.20, ты уже думаешь, блин, он же обычно 1.50 играет. То есть, может, это связано с тем, что там люди адаптируются там, к нему, либо к CS2, либо на самом деле фрагов просто нет. На всю команду не бывает так, чтобы... Если ты не закапываешь типов 13-2, то кто-то будет всегда выделяться, кто-то будет жертвовать собой. Обычно это капитан, может быть, еще плюс один игрок. Это вообще реально? Цвеих и Тнир перформили на других ролях, насколько я понимаю. Я не уверен, что они сохранили все роли прям 1 к 1. Второе, наверное, в своих командах они были звездными игроками, соответственно, чувствовали себя сильнейшими. Да, то, что они могут позволить себе. И за счет этого уверенность. А тут, наверное, может какая-то поджимка. Где-то ты уже... Ты уже думаешь, пикать или нет. Ты уже думаешь, как отыграть момент. Там давления нету. Ты играешь героик или немеги. Ты должен брать ответственность, ты должен идти, принимать решения, индивидуальные или командные. Но когда ты спирит, у тебя есть тренер, который говорит, какой раунд. У тебя есть Донг, главная звезда, дропает АК всегда. У тебя есть Шира со своим мнением. И еще Леня есть, который... меж этого всего. Мне кажется, надо понимать, нужно научить людей объяснять про роли в командной игре. То есть есть саппорт на самом деле, он есть. То есть без этого невозможно. Нет ни одной команды, где нет саппорта, у которой была доминация, эра либо победа. Во всех командах он есть. Гзип, Никс, Глейв, там, я не знаю... Така, Апекс, Фелпс, Апекс, Мези. Как минимум 1 человек. Да. Обычно это капитан, но сейчас такая тенденция, что капитаны, они в ролях зон, у них есть больше пространства, и все равно есть один игрок, который просто стоит, грамотно стягивается, выбегает. То есть Мези идеальный пример этого. То есть он не делает ничего сверхъестественного, но он свою роль отыгрывает на 100%. То есть, такие кейсы в целом, как Vitality, он крутой тем, что Мези был капитаном. Робс невероятно опытный игрок. Зайву там лучший игрок в мире. Апекс тоже невероятный капитан. И Флеймс тоже на ролях. Типа, и вот когда 4 игрока понимают за макро жестко, то как бы и легко и перформить, легко побеждать. Я тоже так думаю. Плюс другой момент. Комьюнити. Вот я увидел в новостных пабликах, что сразу Тнир говорит, мне плевать, там, что вы говорите, я все равно выигрываю, все равно... Я всем докажу. Звейх вроде закрыл комментарии, то есть люди напали сразу на типов и начинают что-то писать. Вообще в целом вот это какой-то интернет, нездоровое пространство для
того, чтобы получать позитивные эмоции, особенно касательно тебя. То есть люди, которых подпитывает это, их эго. То есть, я знаю, в баскетболе Кевин Дюрант, много таких игроков, которые заходят и на самом деле они черпают мотивацию доказать, многих, может, неподготовленных, она где-то может ломать. То есть это тоже та вещь, о которых не говорят люди. Обычного человека, который пишет это, его в школе как-то там на 30 человек как-то оскорбят, либо вообще на 5. Он будет чувствовать весь вечер себя плохо, что-то там, надо было так ответить, и вообще не хочу туда идти. А представьте, когда 1000 человек тебе пишут, какой ты хуёвый, ты не достоин играть в этой команде, ты не достоин денег, которых ты получаешь, и так далее. И должен быть определенный стержень в человеке, чтобы это все как бы перерабатывать и черпать эту мотивацию. То есть это тоже... Не каждый человек вообще способен с таким давлением справляться. Надо быть шизом каким-то. Мне кажется, самое главное, как спирит сами внутри выстроить взаимоотношения и то, как... То есть, если начиная от руководства, лидеров команд, есть понятное ощущение того, что происходит, то этим игрокам будет легче. Если какого-то суппорта нет, то игроки могут просто сдуться. Просто проблема в том, что ожидания. Все ждут от Spirit. Вот в Кёльне никто не ждал от Spirit победы. Там уже все понимали, что будет замена. Да. Классическая ситуация. Но Vitality по пути упали. Играют в финал с Маузами. Мауза всегда для них, где-то они в Остине проиграли, но команда, которую они точно не боятся. И вот они выиграли Кёльн. Цвейх выиграл Кёльн. Но... Бласт они еще выиграли. Да. И то, что, мне кажется, есть еще больше давления в связи с тем, что уход Зонтикса был не связан с сильной просадкой команды. То есть я не знаю, какие у него проблемы, какие-то проблемы образовались, может быть, претензии по игре, может быть, что-то другое, мы не знаем, но замена была такой. Когда команда выигрывает, понятное дело, что замены всегда двоякие. Да. Ты всегда в своей голове, как игрок, думаешь, а может быть, не надо было это делать. То есть гораздо проще делать замену, когда все плохо. То есть нет сожаления, ты понимаешь, что ты в точке такой, что надо ее сделать, неважно что, просто делаешь. Когда это только недавно были победы. Тоже это всегда такой момент странный вот в этих заменах. Команда зачастую оверперформит, когда понимает, что замена скоро будет, и когда она обязательная. И люди никогда не видят, люди не знают, что происходит внутри команды, где игроки уже заранее могут знать, что я там через 3 месяца сяду на банку, и он тем самым расслабляется, перформит, все думают, что вот он наконец стал хорошо играть, а человек просто реально это давление с него спало, и он начал хорошо играть. И его меняют, и у всех такой диссонанс. А как так? На самом деле, там все что угодно вообще может быть. Даже Тенир с Heroic свой последний матч вроде выиграл Spirit. Да, выиграл Spirit. Это же невозможно, на самом деле. Это два разных класса команд. Да. И там еще какие-то, что Зонтикс должен вернуться. Там, либо я слышал какую-то теорию, что Тнира взяли на место Ленина капитана, чтобы вернуть потом Зонтикса. Но это уже слишком популярная команда. Мне кажется, популярность Спиритов — это не оверпопулярность для КС команды. Из-за того, что есть Донг, он привлек к себе невероятное внимание. То есть людей, которые никогда не смотрели турниры, только из-за того, что человек так заперформил, так жестко играет, все начали смотреть. И из-за этого уже какие-то шизотеории и реально очень много давления. Статус еще объективно признанный лучший игрок мира. Да, когда такой в команде, то есть либо ты выигрываешь, либо надо все делать так, чтобы он выиграл. Всегда будет хейт на тиммейтов. Поэтому, наверное, от Донка тоже важно именно поддерживать команду. Это ключевое. Это то, что, наверное, он по-любому делает. Местами, мне кажется, ему надо повзрослеть. Если он хочет остаться как лидером Spirit, то он должен уже... от его мнения много зависит. НБА часто, вообще очень часто, Шай MVP залутал, всегда они после матча в интервью хвалят свою команду. Говорят, все окей, я тут ради того, чтобы победить, я тут благодаря моим тиммейтам купил им всем Rolex. То есть это тоже часть работы, если ты лучший, тянуть за собой команду. Потому что я не представляю, под каким давлением играют игроки, будучи в командах, от которых требуют результата, на которых повышенное внимание, и ты выполняешь саппортящую роль, тебя может не поддерживать
комьюнити, все винить тебя. Там, ну, комьюнити, я имею в виду, все абсолютно. Тебя может не поддерживать руководство, потому что оно может там читать комьюнити, либо они просто хотят там и кого-то заменить всегда. И еще в команде тебя могут не поддерживать. То есть и ты должен оставаться человеком, который всем помогает. То есть это, да, тоже недооцененная вообще роль, саппорт. На самом деле... Ну просто даже, ладно, саппорт, просто надо знать свою роль хорошо. Свою роль, не ошибаться, реагировать на ситуации. И я не думаю, что... Ну вот что ты подразумеваешь саппорт как роль? Саппорт, ладно, я вообще не люблю, наверное, саппорт говорить. Ну, как слово. название, да, но да. есть какая-то роль. Саппорт, наверное, я вижу, что в команде должно быть минимум 2 чувака, которые играют момент 100%. То есть это роли, которые не ведут, например, ковры на Инферно, например. Это Мираж, ты край на А халдишь, например. У тебя нету первого контакта даже. Ты должен просто не упасть в первую очередь. Ну, есть другое мнение, альтернативное, что без людей на краях, которые способны брать игру в свои руки, ты становишься более предиктивным, ты Просто их действия ставишь не свои всегда во рамки. фрагах показаны, например. Вот это важно. То, что на самом деле Инфу как он может саппорт, сказать. это Да. тот человек, который не фрагами дает импакт в игре. Да, выживанием, даже дроп АК, выбежать первым. Ну, то есть, грубо говоря, если ты на краях, даже так, вот ты на краях, ты можешь раунд выиграть за счет инфы, за счет убил аркаду, не пошел, там типа отбежал, выбежал первый выбегаешь, тебя трейдят на определенные споты. Там, я не знаю, дропаешь ган на инферно коврах, чтобы на банане Залюкал был. правильно, Да. отсек что-то, какую-то То есть инфу дал. Тут сложно даже привязать эту роль к конкретным картам, потому что все карты разные, есть разные опции. Но просто есть люди, которые ведут, правильно, команду. И обычно жадные это там стар-роль в зонах Снайпер. и снайпер. Да. Это самые жадные люди, Наверное, которые... минимум 2 чувака таких всегда. А те остальные, даже они не сколько На них саппорты, распределяется все. у них они просто в самой структуре являются чуваками, которые минимально имеют альтернативных опций. То есть игра в зонах или игра снайпера, она больше как бы более вариативна. А этот чел, ну, часто он бывает опорником за КТ, он стоит больших. Да, он может какую-то пасту в коврах сыграть, но он не может повлиять на то, как челы в банане играют, грубо говоря. Если мы Инферно возьмем. Есть ключевые более зоны, менее ключевые. Но вот даже есть разные команды. Условно, если бы... То есть CSGO я бы еще согласился с тем, что снайпер был жадный. Но сейчас из-за того, что, может, не так много людей жестко реализуют это АВП, они вообще с рифлами играют, и как бы все равно ты можешь быть на снайпере саппортящим роль. То есть такие тоже есть. То есть есть когда два у тебя стар-плеера на ролях, там типа, и ты как снайпер можешь им саппортить. То есть это какой-то такой механизм, вот допустим Аврора те же самые, там же Воксик, он не сказать бы, что позволяет себе слишком много. Он накидывает в рамках гранат, мейджор там full, там саппорт, то есть он все накидывает, всегда стеком, первых Сантарес, потом, наверное, Викадия, типа у них. Мне кажется, еще одна мысль про саппортов, то, что в целом по геймплею у них есть больше моментов, где они могут стоять АФК в таком споте, все слышать и понимать. То есть у них меньше активной фазы соприкосновения, грубо говоря. Меньше возможностей у них. Да, и, соответственно, из-за этого у них развиваются более качества, как сыграть Вернякова, сыграть на 100%. Мне кажется, вот возьмем, давай уйдем со Spirit, перейдем в Vitality. То есть в моем понимании там Мези является чуваком, который играет 100%. Да, в TeamSpeak'ах он всегда все close around, и с таким человеком и можно там строить. и Роб 100% Да, игрок. То есть, ну как, они... Но не все 100% это в как-то, какой-то да, степени. тяжело сказать, что кто-то где-то в моменте может не доиграть. Просто, наверное, связано с фокусом команды на какие-то зоны. Условно, кто-то тянет на себя одеяло, и ты не можешь тянуть одеяло в две стороны. Да. Ты не можешь делать два действия, там, это меньше так происходит, в две стороны. И обычно я называю саппорта тем, на кого одеяло реже это выходит. Или вообще не беру. Зачем Мэджиксу идти брать какую-то дуэль, когда есть донг? Лучше 100 раз донг выйдет. Ну, в целом. Типа того. Ну, и поэтому так работает 100 раз структура. заказа его даешь. Поэтому, если подытожить по Spirit, давай просто... Мое мнение то, что им надо время,
Главное, наверное, для них это результат на мажоре. Но этот мажор не такой мажор, который все решает. Конечно. Для них это важный турнир, на котором себя проявить. Поэтому судить игру Spirit мы должны только по мажору. Ну, в принципе, Ну, все все. бывают апсеты, но Да. они только, они вроде тоже Кёльн проиграли год назад. Тоже такой был типа шок, но потом выиграли. То есть это бывает такое. И сейчас КС, и не сказать, что они проиграли жестким аутсайдерам. Монголы тоже такие типы, которые без давления зашли, разогнались, выиграли. То есть, Замена, и да, тоже не было там давления. чел, эйс дает зиглу. Ну, конечно, что такое видел. Я Чел понял. просто... Ну окей, у Рэйчела, ты говоришь, ты фанат Рэйчела, ты смотрел все видосы. Ну, и не он фанат, но следил, да. завершил проект этот, не знаю, сколько длился, 6 лет вроде, да? 2020-го. Я вчера я должен помнить, 20-й год. Я сегодня даже на стрим к нему зашел. Хотел написать, он мой чат даже не увидел. Он проиграл премку на 2500 вроде. И выключил стрим. Грустный. Грустно. Я хотел потом ему написать, думаю, ладно. Но в целом это как интересно наблюдать за командой, которая, грубо говоря, тир-3, прям тир-3, и то, как они пытаются выжить в этом мире и пробиться. Потому что где-то мы были такими, но как будто... Все были такими? Да, и я после этого видоса подхожу, говорю, ты вот этот вот... Я плохо в лигах разбираюсь, ты вот этот Есея Мейн играл, и Влад играл, оказывается, и Эмиль играл. Я тоже, Мейн наверное. или Адванс. То есть, Advanced. да. Ну, я смотрел не так много роликов, но могу сказать, что, наверное, это первый чел, который внутрянку какую-то показал. Тимспики, Да. какие там есть читеры, не читеры, эти квалы бесконечные. Даже, наверное, какое-то давление показал на игроков. То, что ты берешь этого, меняешь его, он не справился, новый капитан. Вот это он все развил, и это круто. То, что просто чел с улицы пришел и создал команду, показал. Конечно, в рамках, не знаю, сколько они на шелте выходили, это же тоже был мем какой-то. Как 3 они года. проходили, как они каждый раз, вот тоже про давление, даже про Интилио, да, каждый раз они доходят до какого-то важного матча, то есть там проход вроде на РМР, даже у них был матч на Шанхай, игра там с Немигой, и Я 2-1 видел. проиграли. Вроде там 40 тысяч смотрели, и это круто, что Рэйчел столько внимания привлек. Мне кажется, Я тоже смотрел. проблема только, ладно, бюджет, просто сейчас конкуренция невероятная. Много, особенно в СНГ регионе, организаций с супербюджетами. То есть Да. Spirit, Virtus.pro, мы, Bad Boom, куча других организаций, там, да, у всех есть деньги. И сейчас очень сложно удержать у себя игроков и собрать в одном месте. То есть даже нам, да, сколько надо было вначале, чтобы я пришел, потом мы тебя купили, Влада купили, Эмиля купили. И это не каждый проект может себе позволить. Поэтому... Чтобы еще одновременно с этим результаты были, должны что-то подкрепляться. Да. Просто так пустоту каждый раз никто покупать игрока не будет. Ну, то есть, да, и люди, которые играют, они не воспринимают, там, я не знаю, игрока, на самом деле, с чувством преданности и привязанности к организации, это редкая бывает ситуация. Если ты в ней немного лет, я там буквально полгода, тебе плевать. Ты видишь сотни игроков, которые меняют эти организации, просто где больше платят, туда идешь, там что-то отыграл, купил там себе какую-нибудь тачку, пошел другую, пошел без контракта премку. То есть люди, ну, нечего им, наверное, ничего их и не держит в Инсилио, наверное. Хотя там есть игроки, которые больше года играли, знаешь, Шугар там много играл. Еще Мне кажется, какие-то там люди. должны собраться игроки, которые в первую очередь понимают, что будет сложно в тир-1, и сделать упор больше на медийную часть. И это тоже может быть такое, что вот мы же живем... Девять Панды что-то такое делали. Да, что-то такое. Это невероятно интересно. И, может быть, Рэйчел как-то перезагрузит этот проект. Ну, нужны... Например, какие-то гости приходили, какие-нибудь, я не знаю, там, на БК к ним надо... Ну, по-разному можно это реализовать, но точно это внимание того, как... Если бы не было границ, вообще рамок, если бы у нас камера была бы с TeamSpeak, с тем, что внутри у нас происходит, да, миллионы просмотров было. Невероятные вещи цензурируются, например. Но если в проекте, например, у Рэйчела это было бы открыто, и люди бы там следили за этим, как за Дом 2, было бы интересно. Вот. Ну, Либо в более профессиональную зону уходить, найти деньги и пытаться как-то создать. Ну вот по поводу реального мира команд,
То есть, насколько, ты думаешь, важно показывать зрителю, неподготовленному, может, где-то, внутрянку реально существующую, когда, допустим, чуть-чуть показали Нави TeamSpeak, там это было не так давно, недавно, и сразу ажиотаж. Что? Алекси сказал своему игроку, помолчи, Да, пожалуйста. Или Ну, Симпла старые видосы. ну там, да, это какие-то маленькие нарезки, там, и сразу же ажиотаж. Люди, наверное, не понимают, что киберспорт зачастую, особенно в СНГ с этой ментальностью, это как на стройке, либо в армии, где люди порой очень жестоко. Очень. не Ну, по крайней мере, у сдерживают нас. себя. То есть тут люди собраны конкретно в нашей команде сейчас. Смоленск, Кострома, Новороссийск, Козларда, ну и Авиадрон с Москвы. То есть там по-другому люди общаются и по-другому выражают себя. Понятное дело, что... Как в армии. У нас как в армии. Ужасно. У нас, на самом деле, никакого не было. Все равно всегда было, там, никто никого не посылал. Но сейчас никто не так. Ну, сейчас, конечно, посылают, но не так, чтобы... Ни конфликтов нет. Но вообще внутри разных команд, я думаю, происходит сумасшедшая вещь. Кто-то с кем-то не хочет играть, ему не говорит. Оскорбление, это же, ну на самом деле, ты сидишь, тратишь всю свою жизнь, допустим, ты 18-летний, ты не пошел в вуз, ты тратишь свое здоровье, да в целом, я не думаю, что человек молодой так воспринимает те жертвы, на которые он идет в моменте, но в моменте он просто делает все, чтобы выиграть и хочет победить. И неважно, чем он пожертвует. А рядом есть чел, который так не живет. И уже конфликт. И как они могут вдвоем найти точку соприкосновения? То есть ты для него, ну то есть для человека, который хочет победить, пробиться, просто чел, из которого надо выжать максимум и пойти дальше. И вот это нельзя такое, наверное, показывать людям, потому что не бывает, то есть вот таких игроков в каждой команде, ну, наверное, 1-2. Не бывает их 5, потому что иногда, наверное, 5 игроков таких не могут тоже. Но в каждой команде есть такие люди, и они, с одной стороны, двигатель, и энергия, и желание, страсть и так далее. А с другой стороны, какой-то негатив, где-то его неправильно могут воспринять, где-то с ним тяжело, где-то еще что-то. И вот это никогда не показывают. То есть Майкл Джордан, все там, ну, вот таких Майкл Джордан даже в вот каждой это команде видео, есть. которое про Чикаго Буллс, оно же вышло позже же. Оно вышло спустя... Много лет, правильно же? Да, то есть сколько там? Спустя 20 лет, 15 лет? Ну да. 20 лет, да. По поводу показывать нет, наверняка нет. Если чем ближе команда Тир-1, наверное, нет, потому что там уже спонсорские контракты. Ну да, там репутационные риски, там ты уже должен быть вылизанный весь, ходить, ты идеальный человек. Никто не должен видеть, как ты бухаешь, куришь, хотя это сплошь и рядом, везде. Может быть, вообще тенденция как-то, время же меняется, но по поводу того, что внутри происходит, чтобы люди вот понимали, смотрите, я не могу отвечать за всех, но я предполагаю, что вот внутренние взаимоотношения, они невероятно разные бывают. Разные люди по-разному. Можно просто, может быть, игра идти, да иди ты нахуй сказать и выиграть. И все, и норма, все. Выиграли, пошли, или поругались, или, блядь, что-то не понимаете, блядь, защищаете позицию. Какой-то конфликт идет, третий чел за этого, четвертый чел за этого. Вы решаете этот вопрос, не решаете, разное восприятие. Поэтому в команде внутри, вот у нас в команде разные вещи происходят, например, при Ападе, типа, у меня молодые челы. Чтобы им донести мне, приходится по-разному говорить. И вот стараюсь вас заранее говорю. Бывает, я жестко говорю. Невероятно жесткие вещи. Иногда я думаю, бля, я сам от себя в ахуе. Может, сидим, блядь, на БК. Ну, то, что они молодые, мы даем какой-то результат, да, какой-то на мажор первый прошли. Где-то такая форма, она ненормальная. Я всегда им говорю, я не могу так продолжать. Но фейлы, которые происходят, невероятные. И где-то, ладно, я им говорю, это я вот Достан там, да, нейм, да, там, мажор выиграл, ты меня слушаешь, мы побеждаем. Но если бы на моем месте был бы какой-то ноунейм чел, бля, это еще одна проблема. Тренеры, не слушают, слава богу, у нас в команде хотя бы это взаимодействие налажено. Я их ебашу круглосуточно, они делают все, что говорится. И это единственный путь, когда ты молодой и не супер в хлам индивидуальный талант. На данный момент, наверное, если взять, есть 3 человека. Ну, возьмем, ладно, 5, если общее время взять. Это Киосуки, Донг, Моноси, CS2, CSGO, это там Simple, возможно,
СНГ возьмем, да, там Electronic, Аксель бит. Аксель, бит, Шира, да. Вот эти игроки, у многих из них карьеры были плавные. То есть они пришли, там, Electronic пришел уже сформированному кору, Аксель, Шира делали свой кор, но вот так вот прийти и разом всех заебашить тир-1 смог только, наверное, Донг. Прям жестко. Даже Киосуки не может соло выигрывать игры, как Донг. Наверное, Донг единственный пример того, как... Вообще в целом это Да, было невероятно. да. То есть он что, типа там... Ты ходишь, думаешь, что сейчас Катовицу выиграет? Вот так 1.70. просто, вот так просто. Да, 1.70 он захуярил, и ты такой думаешь, блядь, ну, так сложились обстоятельства. Вот по поводу конфликтов и так далее. То, что, мне кажется, когда человек прямо говорит, что ему не нравится, либо злится, ты как там со стороны, либо участвующий в этом, ты это лучше воспринимаешь, чем когда идет пассивно-агрессивное взаимоотношение, когда человек не договаривает, когда он уходит от конфликтов, когда он не хочет сказать, когда он ноет. Или, то есть, если общаться в суде по протоколу, тот человек прав, потому что он тебе ничего не сказал, он вел себя корректно, все он верно. Перед руководством, ой, да я же вот так, типа, а меня не понимают. Но в рамках понятийных каких-то, либо человеческих, даже не понятийных, по-человечески, если ты просто невербальными жестами показываешь свою неприязнь человеку, но не говоришь, это даже где-то хуже. Да. Это потому что развивает... Это очень интересная тема. Да, это развивает в своей голове от недосказанности. Ты этого человека можешь ненавидеть сильнее, чем если бы он тебя просто послал, либо сказал, что ты бот ебаный, и тебе надо развиваться, ты бы подошел к нему и сказал, бля, почему ты так считаешь, мне это неприятно, давай я буду делать, что мне делать. Но даже в таких разговорах, наверное, в киберспорте нет. Никто, типа, так не делает, просто друг друга люди посылают, оскорбляют, где-то у кого-то это норма, у кого-то это не норма, если это выходит за рамках нормы, это как-то фиксит. Но вот мне не нравится вообще в целом даже по жизни, когда один комментатор отвечает игроку вот так, и это прям выглядит ультра низко. Не знаю, может это я так только смотрю, но мне кажется, что в каждой стране каждый человек понимает, когда идет там пассивная агрессия, оскорбление, когда и когда это неправильно. Здесь много тем ты затронул интересно. Одна из тем — это то, как идет информация к руководству и как решать. Это тоже интересная тема, например, про там то, как складывается мнение о тебе и как идет наверх информация. Вторая тема про то, что ты говорил, про то, как открыто надо говорить друг другу. Важно, например, у нас в команде вот этим медиатором конфликтов являюсь я. Многое как бы зависит от того, как я понимаю ситуацию. То есть там вот там в работе тренера, да, там понятно стратегии, понимание, но решение конфликтов и иметь авторитет их решать, это большой тоже момент. Это мне нужно контролировать то, как люди взаимодействуют и решают. И я не могу, мне сейчас надо в моменте, чтобы команда взаимодействовала, я не могу позволить им друг друга сильно заебашить. Ну, в конфликте имею в виду. Тебе еще надо через себя пропускать негатив каждого человека. Я должен... С каждым. Например, у этих двоих конфликт. Там, допустим, они ни к чему не приходят и просто живут дальше. И надо сначала поговорить с ним, и там, например, даже вот я про себя беру, мне не нравится позиция этого человека, но и мне не нравится эта позиция. И тебе надо, если он еще идет в спор с этим, взять его негатив через себя пропустить, и с этим, и потом между ними еще это все сделать. Потому что обычно, когда оба спорят, они либо оба неправы, либо они просто говорят об одном и том же, но неправильными словами пытаются донести свою мысль. Могут быть правы на какой-то процент. Там же суть конфликтов, она не 100 и 0. Да. Где 100 и 0, пиздец челу. Его сразу ебашут, скажут ты, блядь, головой. Если 100 на 0, ну ты неадекват. Вот ситуация, когда... Расскажи, два уже игрока это говорит. Когда ты говоришь, нахуй ты пикнул, а он тебе говорит, я не пикнул. Вот у нас такие, блядь, разборы. Человек пикает, ты говоришь, зачем ты пикнул? И начинается разбор, что есть пик. И выясняется, что человек говорит, что он не пикнул, а хотел он показать плечика и там еще что-то, и вот он это говорит, высасывает. Я хотел нас спотать. Он говорит, я ему говорю, ты же пикнул, тебе не надо пикать тут. Сыграй там почел, какая-то ситуация, мы там в большинстве. Он еще это говорит. Я понимаю еще, вот когда вот, взаимодействие игрока и тренера, да, ты молодой игрок, скорее всего, 9 из 10, если не больше, я прав. По любой, из-за опыта и... Ну, опыт, ладно.
Ну, я не всегда бываю прав, но когда ты это говоришь, и он тебе так отвечает, я еще раз ему говорю, он мне еще раз говорит. Потом я включаю запись, он мне это говорит. И все, надо додушивать. Ты уже кричишь, и все. И я не могу эту ситуацию, грубо говоря, оставить и дать ему шанс, чтобы он поверил, что он еще типа на секунду прав. И, ну, это мое поведение. Я, бля, хуярю с ним до конца. Ну, не подумайте, что там есть там драки, конфликты, такого нет. Строго эмоции. Подходишь и говоришь ему, что, блядь, это я так спокойно говорю, я не могу сейчас на камеру, ну, в хлам злишься, уже, блядь, красный, Но объясняешь это ему. уже бывает такое, что человек просто ловит какой-то бэд-трип, и ты уже переглядываешься со всеми игроками, уже каждого ты спрашиваешь, вы, чуваки, понимаете, что происходит? И все хором говорят, да, он пикнул, либо он не прав. И тогда только человек, ну если так, то хорошо. Ну да, а ты эмоции... А тут уже бывает такое, что такого ответа тоже недостаточно. То есть если человек изнутри не принимает это, то ты типа, ну, он опять это повторит еще раз и еще раз. То есть тут такой со струнами души человека играешь. Но хорошо, когда у всех одна цель, и это сближает. Потому что тут нет, как на зоне, либо в армии, кого-то задушить, дедовщина, просто чтобы самоутвердиться. Тут ты делаешь все ради результата, и слава богу, у нас есть результат. Если бы результата не было, я не знаю, были бы эти силы. Силы у нас это все делать каждый день, силы у пацанов это все типа через себя пропускать, отсеивать ненужное, нужное, работать. То есть это сумасшедший гринд. Ну, кстати, о гринде. Аврора выиграла первый свой турнир мейджор за 20 лет карьеры. Тир-1, не Тир-1 это, но проклятие снято. Вот что ты можешь сказать по их системе? Тому сколько он шел? То есть разный кейс. Мы говорили недавно о спиритах, который пришел донк, с ноги влетел, выиграл. А есть мейджор, который играл, я не знаю сколько. Я был в 8 классе, он играл вроде за Millennium, Sixer, мейджор, 2008 год. Он играл, не знаю, почти 20 лет профессионально. Я не знаю, когда он запустил. Ну, 25 лет возьмем. Ну, малым уже играл контру. Я думаю, что я рад за них. Потому что мы с ними играли уже со времен Space Soldiers. И... Ну, не помню, вроде он писал, что читер. Это 8 лет назад. Вроде его не было. Он позже вроде пришел. Engine, Pass. Не, он был. Он был? Я запомнил. Да? Вроде не он писал. Я считаю, что нам хорошо, потому что всегда хорошо, когда такие системные команды выигрывают, где есть четкое распределение, где нет там лучшего игрока в мире. Нам, как команде, у которой нет лучшего игрока, ну и в целом, когда у нас никогда не было такого игрока, нам хорошо, что такие команды могут выигрывать. То есть это глоток надежды в то, что мы можем выиграть. Потому что надо все равно как-то к этому идти без лучшего игрока в мире. Потому что эти лучшие игроки, Simple, ZEU, Don, они приходят там раз и 10 лет доминируют, и ты ничего не сделаешь с этим. То есть нам повезло, что мы выиграли в эру Simple и ZEU на самом деле. Хотя бы один турнир, ну да. Как бы хорошо, что так. По поводу в целом турнира, ладно, я рад, что они выиграли в целом, и, наверное, для турецкой сцены это хорошо. Но, конечно, их победа похожа на победу Фурии, тоже мы, наверное, эту тему затронем. Вроде, если я не ошибаюсь, на этой команде, на этом турнире не было ни Spirit, ни Vitality, ни Mouse, ни Falcons. Вроде только Na'Vi были, но я не уверен. Фурия Falcons выиграла вроде в Белграде. Хотя да. Ну, имейте в виду, не было прям грандов, элитный тир, прям как Кёльн, Катовицу. И я считаю, что я не обесцениваю эти победы, потому что каждая победа, вы знаете, она... Вот представьте, сколько лет Хантарес играет. И он впервые выиграл более-менее крутой турнир. И мы не говорим о финалах Кёльн, Катовиц, мажоров. И я рад, что сейчас экосистема такая, которая позволяет там близкой к элитной команде, там, грубо тир-1 второго эшелона почувствовать уверенность. В целом это будет создавать лучше конкуренции для зрителя, что, грубо говоря, Аврора сможет, она на какой-то период будет верить. Я не прям разбираюсь, но, наверное, в боксе так. Есть сумасшедшие лиги, и есть такие чуть слабее. И когда все равно чемпионы двух лиг за абсолютного чемпиона Внимание дерутся, больше. Внимание больше, нежели если была бы одна лига, и типа все бы там
друг с другом. То есть тут то же самое, условно, победитель ПГЛ, там, и победитель, ну, и они в финале играют там с Виталити, и ты такой, типа, ну да, Ну вот, кстати, был ажиотаж есть. момент, где Маус выиграли ПГЛовский турнир, они тоже, кстати, недавно, ну, хотя вроде не выигрывали, они про лиги выигрывали, но ладно, они выиграли этот ПГЛ на сцене и играли с Виталити, я помню, где-то полгода назад, Виталити выиграли, но anyway, в целом победа турецкой команды, это хорошо. Вот. То есть выиграли люди с 2 30+ чуваками. Плюс я не считаю, что там Джота, например, супер типа игрок, ему все равно надо, у них, я так скажу, не все роли индивидуально сильны. Вот. И эта победа говорит о том, что у них есть своя система и понимание. Как думаешь, кто на мажоре основные фавориты? Что вообще там может произойти? Основной фаворит — это Виталити. Мне кажется, в рамках... Конечно, есть фактор того, что... Сейчас все говорят Фальконс почему-то. Ну, я не думаю, что... Фальконс, да, могут. Ну, сейчас Ченгду как раз отобразит всю реальность. Ну, да. Ну, Виталити просто при любых сложностях с большим шансом выиграет турнир. Ну, да. Ну, потому что уже... Они под таким давлением играли, они уже свой мажор выиграли. Они уже прошли зону давления. Они уже... Да. Они взяли Рапса. Возьмем как первое давление. Прошли, выиграв Катовицу. Потом у них началось давление Стрик. Прошли давление. Потом, давайте теперь мейджор. Да. Да. А потом Гранд Если Слэм. еще Гранд Слэм, невероятно. Да. Все, давление спало. Я, конечно, думал, если вы сейчас Кёльн заберете, ну это невероятно будет. Кёльн они проиграли, но в целом они уже сейчас играют на такой умеренной расслабленности. Единственное, в команде Виталити я замечаю, что в последнее время я чувствую у них не то, что в выгорании, может быть, это мое мнение, может, это не так у них внутри, но я чувствую, что такие интенсивные перелеты и активное, типа, они очень много летали, очень много играли, и это не может не сказаться. Даже какой-то базовый отдых в неделю не лечит. Ну, это просто, я тоже, играть full турнир, то есть мало команд вообще понимает, что такое прийти с группы и играть и до финала. Best of 5 под этим давлением, Да. и лететь через неделю на другой турнир, это недели не хватит. Ты первые 2 дня просто, наверное, погружаешь эйфория, потом ты пытаешься там встретиться с родными, с семьей, потом чуть форму свою набрать, и все, следующий турнир. Это бесконечный цикл, невероятно сильно сказывается на твоем эмоциональном, физическом состоянии. И то есть у них, но так вышло, что у них такой запас был, что это даже не сказывалось. То есть они на таком запасе скилла вообще и опыта, то, что они могли себе даже позволить где-то отдыхать больше, чем кто-либо, да, и все равно возвращаться и за счет опыта, потому что у них не юный состав. То есть все эти игроки поиграли. То есть это так опять сложилось, как с Донком, что эти люди были готовы кэрри, типа. Ну, и это круто, что такая команда есть. Ну, просто поражение Gentlemates, близкая игра с ВП, все-таки есть такой момент, что им надо включаться в турнир. Но это нормально. Я думаю, что Виталити... Может быть, КС-2 такая просто? МР-13. Ну да. Сейчас просто где-то чуть-чуть ты расслаблен, и тебя могут просто перестрелять. Но они определенно точно находятся в новой зоне своего состояния, потому что до этого это состояние испытывало, наверное, только Астралис. Нави, наверное, тоже. Но Нави, история закончилась с этой ситуацией, 22 года. То есть у них, мне кажется, все равно есть гештальт такой. Я помню, что я когда там общался с игроками, что у них было желание всегда вот к тому составу вернуться. Я уверен, тот состав не чувствовал, что он до конца все выжил. Та ситуация все усложнила. Поэтому они находятся в новой зоне нового опыта того, как команда должна и ставить себе новые цели. Новый рубеж вообще Counter-Strike. 2 Гранд-слэма. Я думаю, 2 пока Да, они еще идут, да, это невероятно. Команды, а там, где 2, наш мозг, как бы, у меня, где 2, хочется 3. Как будто только мне так. кажется, у них хорошо, что есть Астралисы, где есть 4 мажора,
и есть один гранд-слэм. И то есть, мне кажется, вот 2 гранд-слэма, когда выиграет команда, все, она становится величайшей. Ну, типа, Да. если они выиграют еще 2 мажора, ну, то есть даже 3 мажора, мне кажется, все, величайшая команда будет. 4 даже нет смысла выиграть. Причем, мне кажется, именно мотивация идти за вторым гранд-слэмом не создает такого давления невероятно. Поэтому у них все карты на руках. Единственное, мне кажется, как вот в моем понимании есть 2 ростера Spirit и Vitality, где у них есть супер игроки класса 1,5 рейтинг, супер игроки. И все равно чувствуется, что другие игроки местами проседают. То есть стоит чуть-чуть играть слабее, и Зайву выпадает на какой-нибудь плей-офф игре. Может, ему там, не знаю, не так хорошо себя чувствует. Или Донг. Донгу еще сложнее, он с рифлой. То команда может не выиграть турнир. Вот. Поэтому на лидерах много построено от их мотивации. Вот. Ну, Всё-таки- по Falcons ты вообще не веришь. Ну, я не знаю. Я Falcons, ну, про Falcons поговорим. Я верю в Falcons. Но они какие? Не топ-2 Не топ-2. и не топ-3 И не топ-4, я бы сказал. после Маузов. После Маузов я бы так смотрел. Дело не в том, что я не верю в них, просто мне кажется, что они только строят свою структуру, и А вот этот результат спиритов, он... то, что они выигрывают Spirit, Не, то, что они, во-первых, выиграют спирит, то, что Mono City да, мы вот сейчас тоже поговорим, интересная да. тема, да. Но то, что вот спириты, они на бумаге кажутся топ-2, Мгм. но по факту сейчас фальконцы идут дальше, а спириты вылетели. Конкретно сейчас, мне кажется, А до да. мажора осталось не так много. Да. Объективно, чуть-чуть не сильно высоко Vitality, но вот второй эшелон, грубо говоря, фаворитов, это точно чуть-чуть выше Spirit, но дальше Маус. Я даже считаю, что Фурия, Falcons, даже Нави, вдруг, да, там, Блейд сейчас за месяц супер все выстроит, он неоднократно это показывал. То есть этот тир, он очень близок к себе. То есть там даже монголы, типа, они все... Аврора, может быть. Да. И удобные соперники, удобный день. Ну, тебе мажор, он все равно турнир. Кажется, он всего лишь, если ты в легендах еще, ты играешь там 2 BO1, Best of 3, 4 карты, ты плей-офф. Да. И 3 Best of 3, ты в мажор. Да. То есть это не то, как мы даже проходили. В самой нижней части Да. РМР Да. 5 матчей, потом там 4 матча, потом и так далее. То есть это... Ну, мне кажется, про Falcons мы говорим о стабильной победе над там. То есть Falcons играет с Vitality. Да? На данный момент, наверное, будет 60-40, да? Но чтобы Falcons побеждали всегда Vitality, им нужны усиления. Не хватит Тессеса, не хватит Курсана. А Например. усиление в каком плане? Я уже думаю, не в плане Индивидуалки. не индивидуалки, Да, не да. в плане индивидуалки. Синергии, нужны Именно- люди. Да, например, у меня была идея, наверное, что Хантер бы им зашел. Потому что, в моем понимании, Core G2, того ростера, даже 23-го, даже со Снаксом, они очень хорошо выступали. То есть, вот именно Core G2 старый, Ника, Хантер, Моноси очень да, жестко да. был. И вот, когда вы, зрители, вот смотрите, эти люди играли, помимо того, что Хантер и Ника, 2 брата, они очень много играли. У них есть синергия и жизненная, и игровая. Игровое понимание одинаковых моментов. Поэтому, мне кажется, Хантер, кто-то из них там капитан, ну, если мы не идем через Ника капитан, и какой-нибудь свой супер-рифлер. Плюс, мне кажется, мы... Если прям состав мечты, это Джимми Бит, либо Джимми туда, либо А, Бит. кстати, Ну, это Бит идеально было бы. бит. в Да, моей потому голове. что Но- Моноси бит, друзья, Ника Хантер, кенты, и Но, с между другой ними стороны, Макс, может быть, опять же, вот эта вот та тема Совер. 5 игроков, суперстаров не работает. Может быть, ну вот реально Бит, Киосуки, Моноси, Может быть. это люди, Ника, люди, которые без фрагов не всю свою Может быть. карьеру. То есть это уже такой момент, что ты когда всю свою карьеру, да я по себе сужу, перформишь, когда ты не перформишь, ты не чувствуешь себя в своей тарелке, ты чувствуешь дискомфорт, ты хочешь где-то брать инициативу, где-то ты потом проигрываешь за счет этого. То есть надо кому-то перестроиться в человека, который не будет дополучать. Но это точно не Моноси, не Киосуки будет. Да, это точно должны не. быть Ника и Хантер. И, ну, это в образном моем каком-то восприятии. И
то, как они будут заниматься немного обучением. То есть они должны из Киосуки сделать не просто солдата, который пикается и выигрывает любую дуэль, где-то научить очень многим вещам. Что Но вот это тоже момент. Это тоже вот фактор, Не- почему Falcons не супер команда в плане даже людей. Потому что, например, Киосуки, он очень хорошо индивидуально, но я не уверен, что он каждый момент отыгрывает идеально. То есть хорошо чувствует. Мы можем видеть стату, да, но вы никогда не узнаете, что он говорит, какие ожидания в раунде, как он играет клатч, как он в целом... Ну, другой вопрос. Поэтому- Игрока можно научить, либо это, либо дано, либо нет. Вот стоит ли вкладываться в какого-то игрока? Вот отойдем от Киосуки и от того, что Ника надо вложиться целом, в да. него. А в целом, ты игрок, Мгм. ты там опытный игрок, ты где-то играешь. И надо ли тебе жертвовать собой Мгм. ради какого-то игрока, Мгм. чтобы отдать ему все в руки, на перформ закэри меня, я тебе все сделаю для тебя в минус себе, это вообще возможно? Это твоя рабочая система? Просто мне кажется, это какие нюансы? Человек либо способен, либо не способен. Мгм. И вообще преданность, верность, лояльность к себе. Потому что когда ты это делаешь для того, чтобы создать фундамент там, для организации, команды. А спорт — это такое место, где каждый сам за себя. То есть если ты не фундамент организации, где вокруг тебя все это будет строиться, обычно это капитан. И обычные капитаны вкладываются в игроков. И там они обычно с ними этот корт до конца. Но если этого нет, то это первая проблема. А вторая — это, может быть, человек не способен просто осознать и понять то, как ты видишь игру, и принимать те решения, которые ты мог бы принимать. Но у него есть другие плюсы. Может быть, надо по-другому использовать. Тут же такой момент. Ну, Никогда не знаешь. Столько переменных. В целом, если игрок уже самостоятельная личность, например, как Дэн к нам пришел, наверное, очень сложно поменять. Ну, типа, уже... Нет, его же невозможно. Да, Меня невозможно. невозможно поменять. Да. Уже флита невозможно Да. поменять. Люди... Но по поводу того, что дать какие-то 20-30%, да, я считаю, что капитан, тренер, ну, без этого невозможно. Там все равно без какого-то... Это возможно в идеальных условиях, где 5 людей, как там в супер-ростере, где... Но даже им кто-то в чем-то больше разбирается, чувствует, видит ситуацию. И где-то им, чтобы наладить даже связь восприятия ситуации, кто-то кому-то должен навязывать мнение. Если даже это не обучение, то это очень близко к этому. Хорошо, конечно, когда вы видите игру одинаково. Но в какой-то момент, когда люди с разными мнениями из разных вселенных, надо просто, чтобы кто-то из них начал делать так, как ты хочешь, чтобы он делал. Тут дело даже не в том, что там кто-то видит лучше, кто-то хуже, просто если так лучше для команды будет. Невозможно идти в две разные стороны, как команда, надо идти в одну сторону. Поэтому, мне кажется, именно система, где руководят капитан, тренер, они более жизнеспособны, потому что чаще всего эти люди старше, чаще всего эти люди многим жертвуют, они вкладывают, и в целом, когда, грубо говоря, ростером управляет и авторитет имеет капитан, то это всем хорошо, как по мне. Ну, не беру разные кейсы, в среднем говорю. А когда власть команды переходит к игроку, то уже иерархия внутренняя ломается. И игрок, когда чувствует вседозволенность, то это Это плохо. тоже отдельная тема, там Да. разные нюансы есть. Да. Ну, конечно, бывают случаи, что и не всегда... Хорошо, когда так у Моноси и у Ника, где Моноси уважает Ника, и есть такая взаимопонимание, тут это великолепный кейс. Ну, а так, Бывают разные ситуации, ну конечно. да, а так тема интересная. Ну, Falcons, думаю, еще на стадии формирования, поэтому посмотрим. Самому интересно, типа, наблюдать за тем. Вот, про стрик, кстати, поговорим. То, как... Да, например, мы G2, Core, ладно, Spirit, Ника и Моноси ни разу не проигрывали. тоже? Ну да, они же вместе всегда были. Ника не Нет, уверен? G2 вроде Ника ушел, а они играли. Может Ну, быть, но вообще это не было. Ладно, пара Ника Моноси, скорее всего, никогда не проигрывал Spirit. Ой, да, никогда не проигрывал. И Как так? как Почему так, да? Почему так? 10 игр. Разные люди, разные ставы.
Причем это ладно, я даже понял бы стрик 3 победы, даже 5, но 10. И в играх, где есть B1, там 1 или 2 игры было. Это уже показатель какой-то. Это показатель того, что команде просто комфортно. Просто какой-то команде и игрокам комфортно против этого стиля. То есть люди забывают, что вот кто-то видит игру, разные команды, разные капитаны видят игру по-разному. И видят, и разные вещи в их игре приводили к результату. И вот так совпало, мне кажется. Тут нет такого, что Моноси лучше Донка, либо там Донк лучше Моноси, либо Ника читает Чоппера. Тут просто, понятное дело, что и те друг друга читают. Вы можете читать, я могу читать каждого, но я просто не могу не перестрелять, плюс это командное перемещение. Там, то есть это прочтение, это вообще другое. То есть понятное дело, что там можно все понять, чувствовать, но самое главное, чтобы это было в синхрез твоей, том, как ты доносишь инфу, нажимаешь, перебегаешь. И вот в этом плане, мне кажется, просто эти два парня, им спокойно и приятно. То есть там надо спиритом где-то может выходить из зоны комфорта своей игры, чтобы их удивить. Но даже это не всегда бывает. Да, то есть это может всегда минус быть. То есть ты знаешь, что тебя, люди знают против тебя, как ты играешь, ты хочешь их удивить, выйти из зоны своей комфорта, сыграть что-то там, что ты обычно не играешь, и ты себе наоборот в минус это сделал, что здесь полно это плохо. И это, кстати, бич слабых команд. Слабая команда, она не может перестроиться. Слабые, неопытные игроки, они зависят от своей игры, от того, как капитан все структурировал. А сильные игроки, они наоборот, они эту структуру чуть меняют, направляют, темп сбивают, и тогда ты никогда не понимаешь, против чего ты играешь. Хотя там команда играет то же самое, но с другой стороны. Просто. Поэтому, если так взять, насколько я знаю, даже у Spirit рекорд против Vitality негативный. То есть не так много. Может, вроде, если не 1 или 2 раза они выигрывали Vitality, но Vitality вот конкретно в этом сезоне жестко их если так про Vitality говорить, они у всех против Vitality. Ну да. Плохой. Но с другой стороны, Маус к ним подобрались. Ближе всего. Потому что они чаще всего с ними играли, чаще всего от них отлетали. 2 раза выиграли Маус. Они сейчас 2 раза выиграли, да. Но для меня все равно Маус ниже по индивидуальным способностям команды, в среднем. Но вот для меня Маус это такой пример команды, где хорошие игроки и нету суперслабых игроков. Вот она именно по своему составу игроков, наверное, ближе всего к тому, как я, например, сейчас вижу. То есть у меня там нету супер игрока. Но пример уровня Маус вдохновляет тебя, что ты можешь там одну игру из 3 в среднем. Маус против Vitality или Spirit выиграют одну игру из 3. Но это неплохой результат. Да, но это если не считать, что у Vitality была эра. Да. И даже так они там 2 из 10 выиграли. Ну да. Со временем Маус, я думаю, что у них больше просто жизненный цикл команды, больше из-за того, что они моложе. Ну что, вот другая тема тогда. BC Game, Simple Санек? и Старина Дэн, да? Да, Старина. Интересная история. Я вот сидел и думал, мне очень было бы интересно, как Санек и Дэн, типа, салам, братан, салам, и поехали катать, типа. Они сейчас на лан едут у них. Да, мне очень интересно. Как бы что ни происходило, что бы там ни было, Санек и Дэн точно те люди, за кем интересно наблюдать. Да. Вот прям бы я с попкорном бы послушал, как они там, наверное, там для них там еще на английском языке. Такие люди, вот я с Дэном же играл, это тот человек, Simple все знают, который не любит проигрывать, который любой матч будет выгрызать. Да. И это не так, что эти 2 человека доигрывают на пенсии. Вообще нифига подобного. Они там где-то могут себе позволить меньше, где-то тренироваться периодами, но в целом глобально они любой матч хотят выебать. Типа. Мне кажется, в этом плане Дэн и Саня находятся примерно в одном положении карьеры, и они лучшая синергия, у них большая история, примерно одного возраста, и если они смогут вокруг себя собрать хороших людей... Ты в такое веришь? То есть это же титанические усилия на самом деле. Ну да. Прийти в команду без инвайтов, без скора, все выстроить, и еще попутно ты до этого все выиграл. Какой шанс на это? Зависит от того, кто к ним пойдет, кого не пойдет, по-любому. Если бы как-то Рейн, да, там еще какие-то алды, они бы, наверное, начали проходить бы, было попроще. За этим просто интересно наблюдать, если он... В целом Simple хайлайтит даже сейчас, то есть это он 1.30 играет, то есть он пришел
на наш бич уровень и просто 1.30. Лучший снайпер, да, все. Ну, то есть, не знаю. Ну, их сложно судить, потому что, мне кажется, как они, это Анду и Некса, ну, во-первых, они не сыграны еще, и какое-то, мне кажется, у этих игроков точно ожидание, что сейчас нас всех по одному будет кикать, давайте просто ждем, а под этой атмосферой хорошо не заперформить, поэтому, не знаю, просто это Дэн и Санек, два главных, как там, Тонг и Моноси сейчас. Да? Даже, мне кажется, может, Медики у Сани с Дэном еще больше. Потому что еще то поколение есть, которое знает. Ну, интересно посмотреть, как он будет себя проявлять. Все от Сани. Во многих интервью я видел, и Зевс говорил, и кучу игроков, что все зависит от него, насколько он хочет. Да. Он уже, мне кажется, ну, не из-за денег уж точно играет. Насколько он там контракт его, там, стрим он включит. Ну, это хорошая мысль вообще в целом подытожить. Вот ради чего можно играть и ради чего ты конкретно живешь. Вот как ты вообще видишь эту жизнь? Тебе уже там 30 плюс лет. Я уже иду к этой зловещей цифре. Мы часто говорим о том, что это там лучшая жизнь, но зрители этого не знают. Почему мы здесь, до скольки мы здесь, как мы это будем делать? Мне кажется, главная цель у меня именно в профессиональной части — это помимо денег, куча всего, моментов там с путешествий в целом, Counter-Strike все-таки это не на заводе ты работаешь. Первое то, что увидеть, как тир-3 чел становится тир-1 чуваком. Типа ты собрал такую команду, какое-то как подразделение, которое... Когда я часто там военную тематику смотрю, какой-то у тебя отряд есть, и ты с ними там... Вот он пришел первый день записываться, а теперь вы такой уровень взаимодействия создали и уровня скилла, понимания. То есть ты хочешь провести человека от прям... который не умеет ничего абсолютно, фейсить. Но это сам так и есть же. Фейсить чел, что пришел к Ника и там мейнлитерил. Да. И если он способен выиграть его, пусть даже не всегда, для меня это, ну это же невероятно. Значит, То есть твоя цель это именно провести людей, а не собрать команду. Ну как, это одно и то же. Ну типа, нет, допустим, если ты к себе возьмешь сейчас там, не знаю, там, ты тренер BC Game. Да. Simple Dan. Ты такой сразу, ну окей, давай сюда еще там бит, ну там каких-то крутых. Это же другое. Это по-другому ты приходишь. Условно, там те же кейсы Зоника. Он же берет сильных игроков и как бы между ними там налаживает там связь, там биохимию, синергию, и они там играют. Ну у него типа есть богатый способ. Ну да, но это способ, у него способ выигрывать. Да. Я тут для того, чтобы выигрывать. Да. А ты к чему ты больше выигрывать? Я объективно понимаю, что я же понимаю возможности рынка и того, что мы способны конкретно. Ну, ты занимаешься командообразованием, в конце, если на тот момент появится возможность, либо появится игрок, который хотя бы один элитного уровня, и ты сможешь победить, будет круто. Но я смотрю более... Реально, да. То есть я не говорю, да, я хотел, конечно, мажор, да, хотел бы Кёльн выиграть, но хотел бы в первую очередь сейчас собрать тир-1 состав, который стабильно участвует хотя бы на групповой стадии. Объективно я смотрю на возможности своей, типа... Взять цели вот реальные, вот эти вот глобальные там... Ну, лучшим, богатейшим человеком. Нет, такой просто, честно, тир-1 команда, которая постоянно участвует и борется за плей-офф. Что тебя привлекает в этом образе жизни? Вот как белка в колесе, от турнира к турниру, каждый месяц один и тот же. Я сейчас скажу, может быть, я как-то не говорил. Мы живем, вот команда и командные взаимодействия, постоянная рутина, она как в аниме. Вот мы живем как в каком-то фильме, сериале, где постоянно идут внутренние конфликты, решения, вот эта вот суета, раунды новые, восприятие ситуации. Да, что поедем куда, да, надо типа объездить это, мы всегда вот какая-то вот маленькая семья, наверное, которая вот она тебя затягивает. И
вот этот вот путь именно для меня, типа, то, что там условный там Белыч пройдет в Катовицу, ну как Краков сейчас, или Кёльн, и приедет даже туда, больше эмоций вызовет, чем когда ты в Virtus.pro там 5-й год приезжаешь. Конечно, в Virtus.pro другие цели, но тут, ну что они фейсят, ну что они бомжи. Ну, буквально 5 месяцев назад, или сколько, 5 месяцев назад, моя цель, когда мы на Старлады прошли, ну все, Белыч, это была самая, наверное, эмоциональная победа. Ну, хотя бы Бэтбум еще тоже. Но все, ты теперь наденешь вертолетные наушники. То есть... Я, кстати, видел, что ты в интервью говорил, то, что много эмоций испытал, когда на лане в Москве выиграл. Да, но это Вот. потому что... Ну вот что меня, типа, тянет, да? Вот как раз-таки отвечу на два вопроса. То есть для меня это как турнир был. Ну, грубо говоря, меня убрали, и мне надо было вернуться. Мало кто возвращается, я скажу так. То есть таких примеров прям очень мало, которых кикают, и они камбэкаются в других командах и играют, ну там, не то чтобы лучше даже, не то, что там тебя выигрывают, то есть прошлую команду, бывшую, а просто хотя бы в этот уровень. То есть вернуться на тир-1 невероятно тяжело. И вот моя тоже микроцель сейчас — это вернуться на тир-1. Путешествие на турниры, потому что, ну, и чуть в душе обидно, так много времени, так много опыта есть, и так все это растерять впустую прям не хочется. Хочется еще одну попытку гринда и посмотреть, что из этого выйдет. То есть на одну попытку гринда какого-то сумасшедшего сезона там меня хватит. То есть, ну, на роли снайпера, конечно. У меня разные есть вилки в своей карьере, но вот хочется за счет снайпера попробовать, может, все-таки есть еще вариант. Другое там, не путешествие, все эти города уже одни и те же, когда летаешь. Не знаю. Но образ жизни сам по себе мне нравится. Да. То есть ты прилетаешь. Не нравится, конечно. В целом, вот еще мысль про тир-1. Даже смысл не в том, что мы вот тир-1 боремся. Смысл в том, что когда я работаю, вот как я со стороны тренера, да, скажу, работа, ну, ладно, мои челы были все там, тир-3, я скажу. Хорошо, более-менее нажимают кнопки, но понимание вообще очень слабое. И эта работа, она в 3 раза интенсивнее и больше. Целый год с ними живу, с января, уже почти год. Пояснение ситуации, работа с мыслью игроков очень энергозатратно. А когда уже ты тир-1 игрок, тир-1 команда, это говорит, что уже есть хорошая база. Когда у тебя есть хорошая база, мне уже те мысли, которые я доношу, уже немного то, что мне интересно. Та стадия тренерства, которая для меня уже новая. То есть игры с грандами, борьба вот именно майндгеймсы с другими. Да. Вот это интересно. Это хочется. А Я вот, согласен с а вот тобой. именно вот это вот объяснение, почему ты здесь должен давать гранату, а почему здесь, куда ты смотришь, от чего ты играешь, не играешь, маленькие детали, игра на зонах, прям много, как по мне уже, момент я уже давно их пережил, уже во время Авангара еще, когда мы онлайн играли. Поэтому вот... Ну, то есть я скажу так, ты как тренер свой цикл того, что ты должен быть в тир-1, прошел. А тут тебе надо заново доказывать всем, что ты типа крутой тренер. Да, хотя ты это уже сделал. Да. Ты должен быть там. Там такие люди, которые даже половину не сделали того, что ты сделал. И то есть у меня чуть по-другому, что я играю. Я все равно получаю удовольствие, когда я дохожу даже на премку, каких-то типов перемикриваю. Я думаю, бля, капец, ты типа тут играешь по 10 в день, я захожу и просто тебя типа убиваю. Ты что с тобой? А с другой стороны тоже этот Mind Games против лучших капитанов, зайти против Апекса, первый байраунд вот это, прочитать его, зарандомить, как там в покере каком-то. Это тоже, это другой разговор, эти Mind Games того решения на решение, как ты считываешь, это другой уровень КС, которого сейчас, наверное, нет в нашем мире. Ну, в целом, наверное, еще мысль такая, что вот почему-то мне пришла такая мысль, что когда вот смотрим Формулу-1, весь интерес не в том, кто выиграл там pole position, и все, он чаще всего выигрывает гонку, мало обгонов сейчас в Формуле-1, и все смотрят, как он едет первый, мало экшена в передней части гонки. Много, то есть помимо передней части есть и интерес в среднем пелотоне. То есть мы сейчас являемся командой топ-20, для меня тоже вот есть такое, что вот именно, чтобы люди нас смотрели как не то что медиафутбол или там поп-ММА,
а то, чтобы люди через нас больше увидели то, как тир-3 игрок может быть тир-1. Конкретно сейчас, вот чтобы зритель был ближе к тому, что мы ощущаем. Что интерес не только в том, кто выиграл вот финальный вот этот кубок. Я тебя понял. Как в НБА, либо в США полные стадионы на студенческих матчах. То есть люди просто там даже болеют за какие-то команды, просто зная те усилия, которые они вкладывают. Понятное дело, что за самим там главным событием интереснее в любом случае. Да. Но все равно это большая индустрия, очень много судеб, разных микронюансов. Все равно вся самая грязь человеческая, она не на тир-1 происходит, она в нашем мире. Смысл не в этом, но хочется вот эту вот законченность, что ты вот из такой вот тир-3 вот дошел именно до тир-1, и в конце, условно, Эмиль вот так выигрывает там Виталити, и вот так кулачок отбивает. Это же прям невероятно. Типа, я не хочу там говорить, конечно, супер игроком легче выиграть. То есть тот набор игроков, который изначально там супер талантлив, он намного легче. Тебе этот путь достается, там многие вещи там намного легче. Но когда у тебя средние игроки, и вот, ладно, бомжи, что сказать, бомжи ебаные, как я им говорю. Ну, тир-3 бомжами не могут быть. Да, вот и с ними вот это вот сидеть, объяснять, нервы тратить, пройти, ну это прям очень ценно. Ну, об этом, наверное, в следующий раз поговорим, что люди не понимают те усилия, которые вложены, что мы типа, ой, все, пришли молодые, на инсцене, жонглируя, просто выиграли. Не видят сотни, тысяч разборов, ошибок. Ну и, наверное, не должны видеть, это должно быть магией, что... Да и в целом, вот это за всю историю СНГ взять, да, сколько у нас коров было? Гамбит кор, Нави кор, Гамбит в двух, которые, Call9 кор возьмем, да. Авангар, да, что у нас вот, мы сейчас... Авангар ВП плавно. Да, Авангар ВП. Ну и все. Нету новых коллективов, которые... Тир-1 или тир-1,5 даже близко нет. Да. Все это... Cloud9, Гамбит, Нави, мы, все. Ну да, и Spirit, и Spirit, и с Леней там. Да. 4 кора. И все. Поэтому хочется, чтобы новые люди создали свой кор. Все, больше никаких целей нет. С переходом с CSGO на CS2 появилось очень много игроков молодых. Я не буду там... даже там, если перечислять Ксела, Магнаджес, там, Молодой, Донг, Звейх, Нир даже там выступил. Ну, короче, их там больше 10-20 реально сильных, там, Киосуки. Все новые молодые игроки, которые пришли реально на переходе к CS2. Есть такая тенденция, которую я замечаю, что новых людей мы не замечаем. То есть где-то там хоту какие-то, но все равно новые люди талантливые не появляются. Ты застал момент перехода с 1.6 на CSGO. То же самое было, либо нет? И мне кажется, вот моя мысль глобальная в том, что вот эти все люди, которые появились, больше будут редко появляться игроки, и мы будем работать с тем, что есть. И то есть я, ваш вечный слуга, Бельчонок и Эмиль Влад, на ближайшие 5 лет вы будете нас видеть. Ну, это если в лучшем случае, да. Вы будете видеть одних и тех же людей на самом деле. Ну, там будут уходить Apex, может, еще какие-то алды, но каких-то суперзвездных 5 составов не будет. Что думаешь по этому поводу? Я думаю, что первое, новые игроки, в CSGO с перехода 1.6 был такой период, такой пауза была, непонятность. В целом поколение поменялось. И игроки Source, как Дюпри и так далее, Кеннисы, заиграли, и как-то само по себе пришла какая-то смена поколений. Потому что в 1.6 новый состав не может прийти и выиграть тир-1. Ну, это прям 0 шансов. 1.6? Прям, но там тебя пробивают через стену. Там не 16 раундов. Вот там. Я видел, это Рилс сейчас говорит, как могут, топ-60 выигрывать, топ-20? Он реально живет в мире прошлого, где если ты там тир-1, мне рассказывали, из 20 игр ни одной не отдадут. Да, там, потому что гэп в скилле десятилетия просто. Потому что Сеня, когда говорил в начале моей карьеры, он говорил,
Ну, чтобы выигрывать первый турнир, 10 лет будете играть. Будет шанс. Я такой думаю, ну да, 10 лет, типа, наверное, это объективно. Способствовало поколению новых игроков смена движка. То есть, наверное, есть игроки, которые больше играли CS2, чем CSGO. Например, молодой только CS2 играл. То есть люди, кто больше играли CS2, чем CSGO, первое. Второе, новая механика, которая разделила. Третье, мы так смотрим на все, потому что есть Донг, который задал планку. Ну, мне кажется, новые игроки появляются, просто они недостаточно хороши, как Киосуки и Донг. И поэтому Они менее заметны. Менее заметны. Ну, например, в CSGO в конце, последние там 3-4 года, Никого не было. никого же не было. Бит только. Ну, единичные. Да. Был Аксель, Аксель, Шира, Бит. там Бит. Все. Ну, может, там Фейм появился, Да, да, да. там Фли, там, ну. А так в целом те же самые игроки были. Не было никого. Ну да. А сейчас, То есть вот мы, например, сейчас, вот пришел Тора, например. да, Новый игрок. Ну, хороший игрок, на самом деле. Просто его кинули в пекло. Сразу виталити, сразу супер сопротивление против него. И на этом фоне, конечно, надо, ну, быть невероятным талантом. Как Донг, сразу 1.70 ну, играть. ты думаешь, что, Игроки есть, поколение, время меняется, и все. Время, ну, может, игра сама способствует. CS2 все равно, ну да. где-то она больше животное, где-то тебе нажимать кнопки, на первый план вышла, нежели опыт. CSGO все равно это игра опыта, позиционки, выиграл угол и так далее. Типа надо знать one way. Да, Каждый да. смог, Да, ты да, должен да. знать, как Да, бросать, да. что происходит. А сейчас ты просто, ну, как бы на каких-то, на какой-то микре вывозишь. Наверное, тоже способствует. Ну да, я соглашусь с тобой, что сейчас попроще. Но все равно вот в первый там, год CS2, ну вот прям каждый для меня человек новый. Каждый человек новый. Сейчас уже все то же самое. Одни и те же люди играют, одни уже все устаканилось, и как будто бы все реже и реже должно быть. Но все равно Тор где-то появился, еще какие-то Inner Cycle, там... Супер талантно, возможно, не факт, что придет, но хорошие игроки там точно будет. Вот. Наверное, как-то так, да, Станчик? Все, да, получается. Да. Ребята, вот и подошел к концу наш выпуск. Если он понравился, пишите свои вопросы, темы, что нравится, что не нравится, что хотели бы изменить. От этого будет зависеть, будем ли мы снимать, не будем, потому что в первую очередь это делается для вас. Всем спасибо, всем пока. Все, да? Все. Все, Мак. Капец, кто-то храпел охуенно.